Привет. Сейчас я вспомню слова, и мы начнем. Бобры строят свои хатки в самых труднодоступных местах, где никто не мешает им выращивать потомство. Слева от нас болото, справа от нас заболоченный канал, за спиной болото. Добраться сюда очень сложно. Именно это помогает им выживать в данной экосистеме. На старте нашей полугодовой киноэкспедиции нас встречает лесной кулик из семейства Бекасовых. Это черныш. Он предпочитает просторные и влажные леса, а также болота. Черныш активен в сумеречное время. Для него характерно постоянное качание хвостом, и он часто садится на деревья. Черныш гнездится не прямо на земле, а устраивает гнездо в дуплах или в гнездах белок, сорок и дроздов. По окончании гнездования черныши кочуют по разнообразным водоемам и в это время часто появляются вдали от леса. Вот напевает гаршнеп. Гаршнепы любят прятаться от чужих глаз в густой растительности. Кто думает, что болото это серость и грязь, тут не был на настоящих болотах. Здесь на каждые 10 метров натура для этюда художника. Смотри во все стороны, любуйся. Здесь полно жизни. Обгрызенные веточки, такие полянки. Здесь бобр принимал пищу и обозревал окрестности. Спрашивается, какую пользу приносят бобры? А вот такую. Бобры — это хранители болот. Без их плотин, каналов, мелиоративной деятельности болото постепенно приходит в упадок. А болото, как известно, это легкие Европы. Они поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород. Таким образом, бобры выполняют важную работу. Они помогают нашему воздуху, которым мы дышим, стать чистым. Какой маленький, но мерзкий клещ. Такие звуки, как будто там смеются. А это что за ожившие щепочки танцуют в воде? Ба, да это малыши-ручейники устроили свой весенний праздник. Кажется, это древний Толкина, только в миниатюре. В настоящее время учеными описано 15 233 вида ручейников. Существует даже целая наука о ручейниках, которая называется трихоптерология. Личинки ручейников живут в воде, а взрослые особи почти не питаются, и срок их жизни составляет всего 1-2 недели. Как и гусеницы бабочек, личинки ручейников способны к выделению шелка с помощью пары длинных шелковых желез. Шелк им нужен для образования гнезд или трубочек, или как клей для создания разнообразных чехлов, часто включающих песок, маленькие камешки или кусочки листьев и веточек. Каждый род или даже вид ручейников строит домик строго определенного вида. Простейшая форма домика – тростниковая трубочка. Более сложная постройка – трубчатый футляр из отдельных кусочков листьев, которые личинка выгрызает и располагает по спиральной линии.
случае опасности личинки забираются в свой домик и затыкают вход в него своей головой, покрытой броней из хитина. Личинки ручейников считаются у рыболовов одной из самых лучших насадок, но я этого вам не говорил. А вот совсем другие обитатели болот – змеи. Обилие пищи привело к тому, что эти рептилии здесь чувствуют себя вольготно. Змей нельзя убивать. Они поедают большое количество грызунов. Например, гадюка питается мышами. А именно грызуны бывают переносчиками таких опасных болезней, как тулеремия, инфекционная желтуха и даже чума. Кроме того, змеиный яд в руках медиков становится чрезвычайно ценным лекарством. Например, по обезболивающему действию обработанный яд кобры во много раз превосходит морфий, а лекарства из яда гадюки используют для уменьшения боли при радикулите, артритах и других болезнях. Я варю супчик. Ничто не предвещало беды. Только птицы стали улетать подальше. Я поставил видеокамеры и приготовился к наблюдениям. Вдалеке раздавался гром. Он приближался все ближе и ближе. Начало капать. Постепенно дождь перешел в настоящую бурю. На следующий день я еду в Заказник посмотреть на следы своей ночной борьбы. Иду по своим следам и поражаюсь.
Как вообще удалось выбраться с разбитой лесовозами дороги, по которой вчера текли грязевые реки? А дальше было прямо как во «Властелине колец». Жук указал лапкой. И последний луч заходящего солнца над лесом осветил место, где лежал мой любимый нож. Это не постановка. Моя благодарность. А это уже совсем другая история. Прошло почти 2 месяца моих скитаний в поисках бобров. Сегодня в поисках жилых бобровых хаток хочу обследовать вот этот вот труднодоступный участок болот. Добраться сюда можно по торфяной скакалейке. Для этого почти полдня уже иду. Места, надо сказать, очень живописные. Такое ощущение, что находишься где-то в джунглях Бразилии. Всякий раз вижу, когда красоту болот, понимаю, что их дурная слава незаслуженная. Эти места просто родники, источники жизни. Места сказочной красоты. Здесь почва такая богатая, сплошной чернозем. Я нахожусь в восточной части заказника. Посмотрите, какая красота! Через 2 месяца трудных скитаний по заказнику я наконец нашел бобровое царство. Водопады, затоки, протоки, каналы, дикие и нетронутые места. Я варю супчик и наблюдаю. И тут из зеленых дебрей на меня плывет посол бобрового царства. Здравствуй, друг. Я пришел с миром. А вот другой бобр занимается прокладкой каналов.
почесать носик. Как подгорные гномы, бобры начинают потихоньку выходить из укрытий и заниматься своими делами. Я понимаю, что меня приняли. Перед вами самый крупный грызун нашей фауны – обыкновенный бобр. Впервые бобры появились в Древней Азии, где их окаменелые останки датируются возрастом в 56 миллионов лет. Знаете ли вы, что рост древнего бобра достигал 275 сантиметров, а масса – 350 килограмм? Не дай бог с таким встретиться в лесу. Бобр – это крупный грызун, приспособленный к полуводному образу жизни. Длина его тела достигает 1 метра, а масса до 30 килограмм. Глаза у бобра небольшие, уши широкие и короткие, едва выступающие над уровнем меха. Ушные отверстия и ноздри смыкаются под водой, а глаза закрываются мигательными перепонками. Бобр обладает красивым мехом, который состоит из грубых костевых волос и густой шелковистой подпуши. В старину обыкновенный бобр был распространен по всей Европе, однако вследствие интенсивной добычи начала 20 века оказался практически истреблен. Нынешний ареал бобра представляет собой результат усилий по восстановлению вида. Бобры предпочитают селиться по берегам медленно текущих речек, прудов, озер и каналов. Для бобров важно наличие по берегам водоема кормовой растительности с мягких лиственных пород. Бобры превосходно плавают и ныряют. Под водой могут оставаться 10-15 минут, проплывая за это время почти километр. Живут бобры поодиночке и семьями. Полная семья состоит из 5-8 особей, семейной пары и молодых бобров. Семейный участок иногда занимается семьей в течение многих поколений. От воды бобры редко удаляются более чем на 200 метров. Границы своей территории они метят секретом мускусных желез – бобровой струей. Между собой бобры общаются с помощью пахучих меток, поз, ударов хвостом по воде и криков, напоминающих свист. Активны бобры ночью и в сумерках. Летом они выходят из жилищ на закате и трудятся до 4-6 часов утра. Осенью, когда начинается заготовка кормов на зиму, трудовой день удлиняется до 10-12 часов. Зимой активность снижается и сдвигается на светлое время суток. В это время года на поверхности бобры почти не показываются. Живут бобры в норах и хатках. Вход в жилище бобра для безопасности всегда располагается под водой. Норы бобры роют в крутых и обрывистых берегах. Хатки строят в местах, где рытье норы невозможно, обычно на низких заболоченных берегах. Зимой в хатках сохраняется положительная температура, вода в лазах не замерзает, и бобры имеют возможность выйти перекусить.
В водоемах с изменяющимся уровнем воды, а также на мелких ручьях и речках семьи бобров строят плотины. Это позволяет им поднимать и регулировать уровень воды, чтобы входы в хатки не осушились и не стали доступными для хищников. Для строительства и заготовки корма бобры валят деревья, подгрызая их у основания. Осину диаметром 5-7 см бобр валит за 5 минут. Бобры строго вегетарианцы, питаются они корой и побегами деревьев, а также различными растениями. Семью бобры образуют на всю жизнь и сохраняют верность до самой смерти. Главой семьи бобров является самка. Появление бобров в реках и постройка ими запруд оказывает благоприятное воздействие на экологическое состояние биотопа. В образовавшемся разливе поселяются многочисленные моллюски и водные насекомые, которые в свою очередь привлекают выхухолей и водоплавающих птиц. Птицы на лапках приносят рыбью икру. Рыба, оказавшись в благоприятных условиях, начинает размножаться. Поваленные бобрами деревья служат кормом для зайцев и многих копытных, которые обгладывают кору со стволов и ветвей. Сок, вытекающий весной из подточенных деревьев, любят бабочки и муравьи, привет, мирмикиперы, вслед за которыми появляются птицы. Запруды способствуют очистке воды, уменьшая ее мутность, в них задерживается ил. В Беларуси существует целый город, названный в честь бобров. Это Бобруйск. Город назвали так в честь местной реки Бобруйки, в которой в давние времена водилось много бобров. Также в Беларуси была в обращении денежная купюра номиналом в 3 рубля, символом на которой были бобры, а еще бобрам установлены 2 памятника. Так что вот такой ценный зверь – бобр. Вот они, владения белорусского бобра. Многие километры нетронутых болот уходят во все стороны, где совершенно спокойно, никем не встревоженный, живет белорусский бобр. Бобры строят целую систему ирригационных сооружений, управляют уровнем воды, поднимают ее когда надо сбрасывают. Однако это не нарушает общий экологический баланс. Белорусские болота – это уникальные места, красивые, девственные, малоизученные. Эти болота – это заповедник жизни в сердце Европы. Приятного аппетита. Сел на главном канале немножко перекусить. Там стоит лось. Видите? Нет. Но он есть. Прямо как в фильме. Не удалось мне его заснять. Видно, знакомый тут уже лось с охотниками. А я со своим штативом похож на человека с ружьем. Стоит недалеко, ушел. Ветками похрустывает. Буду сидеть до самой темноты. Может, удастся его заснять. Домой. Сидишь так в засаде, а потом из лесу как заорут. Как будто ведьму режет. Наступило лето. Мои бобровые друзья деловито снуют по своим делам, заготавливают ветки корма на зиму, обновляют старые каналы, которым здесь десятки и сотни лет, растят малыши. В общем, живут в свое удовольствие. Давайте же просто понаблюдаем.
Сегодня я изучаю другой квадрат заказника Озерный в поисках лосей в первую очередь и бобров. Вот, обнаружил интересную поросшую вырубку. Следы еще, и еще, и еще. Сравнение нога моя. Смотрите, какой размах шага у этого гиганта. Левый след, правый след. Вот это замечательная делянка, где 2 года назад я с Ральфом заснял лося. Лоси любят такие старые вырубки, порастающие молодняком. А дальше вот за той стеной деревьев канал, где мы с вами видели бобров. Вот, и лоси ходят туда на водопой. Лосиные тропы. Все истоптано лосиными следами. Вот такого размера следочки. Здесь их лёжки, здесь они отдыхают. Вот, например, одна из лёжек и наблюдает за действительностью. Вот такие вот поломанные макушки молодых деревьев. Это тоже признак работы лося. Веточки потоньше, они просто объедают. Вот, а такие могут ломать рогами, чтобы снять старую шкуру или просто почесаться. Вот смотрите, здесь была лёжка. Лося здесь он ночевал, потом встал дальше и пошел по своим делам. И тут меня потянуло на приключение. Я собирался пробиться через эти болота к нетронутой части канала. Сначала я шел, потом полз, по щиколотку, по колено, по пояс. Когда глубина болот стала больше метра, меня начало засасывать. Я понял, что проиграл эту схватку. Пора обратно. 2 часа туда, 3 часа назад, а канал казался так рядом. Посмотрите, какая неожиданная встреча. Игривая куница, осторожный ночной хищник, выбежала по своим делам днем. Сферой обитания этих животных являются лиственные и смешанные леса. Куницы умеют хорошо лазать и прыгать по деревьям, при этом преодолевая расстояние до 4 метров. При лазании они в состоянии разворачивать свои ступни на 180 градусов. Смотрите, какая грация! Из-за ценного меха и вырубки лесов куницы стали редкими животными. Беги, красавица! Иду звериной тропой. Сегодня хочу обследовать эту часть канала. В первую очередь интересуют живые бобровые кладки.
Я иду по местам, в которых раньше попал в бурю. Тишина и покой. Знак. Дар. Похоже, что в хатке бобрятки. Незаметно пролетели 4 месяца. Счастливые, трудные. Пора заканчивать съемки. Впереди 2 месяца монтажа, новые планы, надежды и разочарования. И суета жизни закружит в вечном повседневном водовороте. Работа, дом, работа, дом. А бобры по-прежнему будут плавать по своим делам, строить хатки, растить детей. В общем, все как у нас. Подрастут лосята, встанут на крыло перелетные птицы, закружится первый снег. И драма рождения и смерти снова повторится в природе. Один молодой бобр все кружит и кружит, как будто не хочет прощаться. Ну что ты кружишь, дружок? Признал во мне своего старшего брата. Ведь мы с тобой почти породнились за это время. Пора расставаться. Как сложится твоя жизнь? Что там в книге судьбы? Давай, прощай. Нет? Вот теперь все. И фильму нашему пришел конец. Только в душе снова и снова я буду возвращаться в эти чудные места. Царство белорусского бобра.